Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом тушеного мяса с овощами в кастрюле. Тушить я буду мясо дикой козы. По этому рецепту можно приготовить любое мясо, например, говядину, тоже получится вкусно. Список всех необходимых продуктов я оставлю в описании под видео и в конце этого видео. У меня ребра и нога дикой козы общим весом 1 кг 200 грамм. Мясо я помыла, обрезала все лишнее. Козью ногу разделила на 2 части, чтобы она поместилась в кастрюлю. Ребра тоже разделила на несколько частей. Готовить мясо буду в кастрюле с толстым дном. Заливаю мясо водой и довожу до кипения. Провариваю примерно 2 минуты. Затем воду сливаю, мясо хорошо промываю от грязи. Снова заливаю водой и буду варить до тех пор, пока мясо не начнет отделяться от кости. Готовлю мясо под крышкой, периодически помешивая. Пока мясо варится, подготавливаю овощи. 2 крупные моркови я предварительно помыла и почистила. Вес очищенной моркови 600 грамм. Количество всех овощей в рецепте по вкусу. Морковь нарезаю на крупные куски. Можно нарезать на кубики или брусочки, кому как нравится. Нарезанную морковь перекладываю в миску. Здесь 650 грамм очищенного картофеля. Его я также нарезаю на крупные кубики. Нарезанный картофель перекладываю в миску и заливаю водой. Луковица у меня большая, ее вес 370 грамм. Лук тоже нарезаю на крупные кусочки. Нарезаю небольшой пучок укропа. Зелень может быть любой, по вашему вкусу. Мое мясо варилось примерно 1 час 15 минут. Достаю мясо из бульона, даю ему немного остыть и отделяю от кости. Теперь нарезаю мясо на небольшие кусочки и перекладываю назад в кастрюлю с толстым дном. Добавляю 3 лавровых листа, 3 горошины душистого перца и несколько горошин черного перца по вкусу. Немного солю и заливаю мясо бульоном, в котором оно варилось. Бульона беру столько, чтобы мясо было им покрыто почти полностью. Добавляю морковь, все перемешиваю. Накрываю крышкой и готовлю на медленном огне, периодически помешивая, примерно 15 минут, до полуготовности моркови. Добавляю картофель, перемешиваю и тушу под крышкой еще примерно 15 минут.
На сковороду наливаю 3 столовые ложки растительного масла. У меня это подсолнечное масло. Кладу лук и готовлю до золотистого цвета лука, периодически помешивая. Добавляю примерно 2 столовые ложки томатной пасты по вкусу и готовлю еще примерно 1-2 минуты. К мясу с овощами добавляю лук и перемешиваю. Добавляю смесь перцев, примерно пол чайной ложки, пол столовой ложки итальянских трав. Специи могут быть любыми, по вашему вкусу. Еще раз немного солю и все перемешиваю. Добавляю укроп и готовлю еще примерно 5 минут на медленном огне под крышкой до готовности овощей. Лишняя влага испарилась. Мясо с овощами готово. Выключаю плиту. Одну порцию кладу на тарелку, чтобы показать вам. Список продуктов, которые я использовала, чтобы приготовить мясо дикой козы с овощами, вы сейчас видите на экране. В моей семье любят любое мясо в любом виде. Мясо дикой козы, тушеное с овощами, тоже любят, так как оно получается нежное и буквально тает во рту. А специфический запах мяса дикой козы не чувствуется. Это мясо с овощами вкусное и сытное и вполне подойдет для семейного ужина. По этому рецепту можно приготовить говядину. Тоже получится вкусно. Приготовьте мясо с овощами по этому рецепту. Думаю, что такое блюдо вам понравится. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!